Здравствуйте! Привет тем, кто изучает русский язык как иностранный. Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео сегодня я хочу вам рассказать о русских приметах и суевериях. Что значит суеверие? Когда мы верим в то, что случайные вещи могут принести нам удачу или неудачу. Человек, который верит в эти знаки и следует им, называется суеверный человек. Раньше я была очень суеверной. Я верила во многие приметы. Теперь уже нет. Теперь я уже не суеверная. Итак, давайте начнем, и я вам расскажу, какие суеверия существуют в России, в какие приметы верит русский народ. Их огромное количество, очень много. В этом видео я думаю, что я расскажу вам только о 6 приметах, о 6 суевериях. Если вам нравится эта тема и вы захотите узнать о больших приметах, тогда пишите в комментариях, и я вам расскажу в следующем видео. А еще подписывайтесь на канал и приходите в телеграм-канал, где я также публикую интересные материалы для изучающих русский язык. Итак, первое суеверие – это черная кошка. Когда черная кошка переходит или перебегает нам дорогу. Я думаю, что это суеверие существует во многих странах. Что же делают русские, многие русские, даже сегодня, когда черная кошка переходит им дорогу? Человек может остановиться и подождать, когда кто-нибудь другой пройдет перед ним. После этого он уже может продолжить свой путь. Еще одна примета. И когда мы забываем что-то дома. Например, представьте ситуацию, я уже вышла из дома, я вышла на улицу, и вдруг я вспомнила, что забыла дома свой телефон. Я возвращаюсь домой, беру свой телефон, и мне обязательно нужно посмотреться в зеркало. Почему? Если я не посмотрюсь в зеркало, это плохая примета. У меня будет плохой день, что-нибудь плохое случится. Раньше, когда я забывала что-то дома и возвращалась, я обязательно смотрелась в зеркало. Даже когда очень опаздывала и уже не было времени, я все равно смотрелась в зеркало. Сейчас уже нет. Сейчас я уже не смотрюсь в зеркало, если что-то забыла и если возвращаюсь домой. А еще одна примета тоже связана с зеркалом. И если вдруг зеркало разобьется или будет трещина, полоска, трещина на зеркале, нельзя ни в коем случае смотреться в это зеркало. Почему? Будет несчастье. Это плохая примета. Говорят, что будет несчастливая жизнь в течение 7 лет. Поэтому разбитое зеркало нужно выбрасывать.
Еще одна примета, четвертая, когда бьется посуда. Мы сказали, что если разбилось зеркало, то это к несчастью, нужно выбросить зеркало. Но если разбилась посуда, например, чашка разбилась или стакан упал и разбился, то это наоборот хорошая примета. Посуда бьется на счастье. Значит, в вашей жизни будет счастье, будет радость. Поэтому на свадьбах разбивают бокалы. Да, бокалы, из которых пьют шампанское или вино, их разбивают на счастье, чтобы молодожены, да, новый муж и жена, чтобы у них все было хорошо, чтобы у них была счастливая жизнь. Еще одна примета, пятая. Нельзя свистеть дома. Не свисти дома, денег не будет. Почему нельзя свистеть дома? Потому что деньги боятся свиста, и они уходят из дома. Что значит свистеть? Свистеть – это когда мы делаем такой звук ртом. Я не умею свистеть, поэтому я не могу вам показать, что значит свистеть. Но я думаю, вы поняли. Итак, нельзя, никогда не свистите в доме у русского человека, потому что это очень плохая примета. Никто не хочет быть бедным. Все хотят иметь деньги. Поэтому не свистите. Нельзя. Запрещено. Верю ли я в эту примету? Уже нет. И могу свистеть? Я нет. Я не могу, потому что не умею. Но если кто-то свистит в моем доме, мне уже не страшно. И я уверена, что есть много людей, которые свистят дома, и у них есть деньги. И последняя примета, и это примета для студентов. Если у вас завтра экзамен, нельзя мыть голову перед экзаменом. На экзамен нужно идти с грязной головой, с грязными волосами. Почему? Потому что если вы вымоете голову, голова станет чистой. Вы забудете все то, что учили для экзамена. Вы забудете всю информацию. Ваша голова будет чистой, без информации. Поэтому никогда не мойте голову перед экзаменом. Когда я училась в школе и в университете, я верила в эту примету и никогда не мыла голову перед экзаменом или перед контрольной работой. Я ходила на экзамен с грязной головой. Вот такие 6 примет, о которых я вам хотела рассказать. Теперь давайте мы с вами сделаем одно небольшое упражнение. Какое это упражнение? Вы увидите на экране 2 колонки. В первой колонке написана примета, во второй колонке написано, что произойдет. Вам нужно соединить эти колонки, соединить начало, первую колонку, и соединить конец, вторую колонку. Вы поставите видео на паузу, сделайте это упражнение, и когда будете готовы, вернетесь к этому видео, чтобы проверить, правильно ли вы сделали. А я вас не жду,
я уже начинаю проверять это упражнение. 1. Если черная кошка перешла дорогу, то будет неудача. 2. Если ты разбил зеркало, то будет 7 лет неудач. 3. Если ты вернулся домой за забытой вещью, то ты должен посмотреть в зеркало. 4. Если ты свистишь дома, то не будет денег, ты станешь бедный. 5. Если ты разбил тарелку, посуду, то будет счастье. Если ты помыл голову перед экзаменом, то ты забудешь всю информацию. Надеюсь, что вы правильно сделали это упражнение. А сейчас я вам предлагаю послушать одну песню. Называется эта песня «Черный кот». И спела ее Тамара Миансарова в 1965 году. Итак, примета «Черная кошка» – очень плохая примета. Но в этой песне говорится о том, что коту не везет. Кот несчастный, потому что все его ненавидят, потому что все его боятся, и никто не хочет с ним дружить. Так что послушайте эту песню, надеюсь, она вам понравится, а я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого доброго, хорошего вам дня, пока-пока.